Если попросить россиян не написать таджика, то выясняется, что это кыргыз из Чуйской области. Потому что в его представлении таджик, он обязательно смуглый, обязательно круглолицый, обязательно с миндалевидным разрезом глаз и высокими скулами. Вообще таких таджиков, иногда бывает, но это очень маловероятное явление. Очевидно, что тут есть вполне понятный... Это расизм. В Нижегородской области убита семья. Основной, кажется, единственный подозреваемый гражданин Узбекистана. И, кажется, это снова не в первый раз уже, и, наверное, к сожалению, не в последний, используется для того, чтобы... раздувать мигрантофобию на пустом месте. Да. Понятно, я посмотрел специально, что такие убийства массовые, такие трагедии, они происходят, к сожалению, довольно регулярно в стране. И понятно, что когда там не фигурирует гражданин Узбекистана в качестве подозреваемого... Это не описывается, как мигрант убил семью, зверское убийство мигрантом. Русский убил семью, да, и так далее. Тем не менее, опять заговорили о том, что России нужны какие-то новые законы. И, в частности, есть позиции людей, там в Твиттере они сидят, в других социальных сетях, которые сейчас предлагают срочно вводить с странами Центральной Азии визовый режим. Что случится, если Россия ведет визовый режим с Центральной Азией? Если предположить, что пандемия закончится когда-то, да? Угу. Если Россия вводит визовый режим с странами Центральной Азии, да даже вводит визовый режим только с Узбекистаном, который дает в год 4,5 миллиона рабочей силы для Российской Федерации. Вот только с Узбекистаном стоит ввести визы, произойдет примерно то же, что москвичи уже видели. Это невывезенный мусор, это загаженные улицы, это неубранные дороги, которые убирать просто элементарно некому. Это ожидание весны, это ужасно рассортированные товары в магазинах, гниль на прилавках, это отсутствие просто сельхозпродукции, потому что ее элементарно некому выращивать, это крайне низкое качество строительства, это, соответственно, повышение цен абсолютно на все. И это, скорее всего, большое озлобление 35-миллионного государства, которое прирастает на миллион каждый год, в отличие от России, которая на миллион каждый год снижает численность населения трудоспособного. И это ориентация Узбекистана на США. И это, скорее всего, базы США в Узбекистане. И это полное забвение русского языка в Узбекистане. Он и сейчас не слишком-то популярен. Молодое поколение не очень хорошо знает русский язык, но все-таки знает. В принципе, рост уровня благосостояния в Узбекистане, потому что миграция так и так будет, только она не будет направлена в Россию, где, да, можно заработать много, но нужно очень много отдать, в первую очередь взяток. И люди уже начинают ездить в другие страны. Мигранты просто переориентируются. Россия просто потеряет рабочих, уронит свою экономику ниже плинтуса, и в России сильно поднимутся цены. И это приведет к тому, что российские граждане тоже начнут активно уезжать из России, потому что она просто резко снизится темпы экономического роста, они и так смешные, но будет упадок, и в результате российские граждане тоже начнут уезжать. И это будет постепенно обезлюдивающая территория. А что плохого в визе? Есть же, Евросоюз, чтобы поехать на работу, же нужна виза. Тут даже не может любой человек просто приехать и там остаться. Да, вот вы говорите, в Португалии, например, открывается. гражданину Узбекистана же нужна виза, должен получить визу, безусловно. Да. И, в принципе, виза не была бы плоха, если бы она не была связана с Россией. Проблема в том, что в России продается абсолютно все. Это не только, если мы посмотрим на африканские страны, то вы любого африканского мигранта здесь спросите, он визу обязательно купил. Он не был на собеседовании, нет. Он ее купил через посредника. Это
Просто всегда, понимаете? Вот просто нету исключений. Ну, может, на каком-то правительственном уровне эти исключения есть, но на уровне обычного мигранта этих исключений нет. Даже студенты, которые приезжают по целевому набору из визовых стран в Россию, они все равно платят взятки за визу. И все, что произойдет, нет, не уменьшится количество мигрантов, нет. Просто разрастется коррупция, и ничего кроме другого не произойдет. Более того, те мигранты, которые один раз купили визу, они будут делать так, как сейчас делают мигранты из визовых стран. Они будут здесь оставаться нелегально. И, соответственно, оставшись здесь нелегально, они не смогут легально работать. И, соответственно, они не смогут платить налоги. А вы знаете, сколько налогов вообще приносят мигранты в доход России? Вы понимаете, что это около 160 миллиардов рублей в доковидный год принесли мигранты. Мы приносим прям на уровне нефтяной отрасли. Говорят, что мигранты очень любят преступления совершать. Ой, да. Мигранты так любят совершать преступления, что мигранты совершили за 2 месяца этого года, за январь-февраль, 1,9% преступлений. При том, что их в России 7,6% населения. Если мы так соотнесем преступность среди мигрантов и преступность среди россиян, то мы обнаружим, что вообще-то мигранты совершают преступления в 4,5 раза меньше. А если мы сейчас еще и посмотрим, какие это преступления, то обнаружим, что их преступления, основная доля, это использование заведомо недействительных документов, ну то есть фактически вынужденное состояние, потому что россияне, преступники, уходят от ответственности. Россияне, организаторы нелегальной миграции, которые сдают квартиру и не регистрируют. Как раз коррупции, да, которые продают им поддельные документы, да. И они их предъявляют, и после этого ими отчитываются. Да, Дважды удобно. Дважды удобно. Да. Это первая, основная часть преступлений со стороны мигрантов. Вторая, большая часть преступлений со стороны мигрантов, это такие утяжеленные статьи. То есть у меня вот были подзащитные, которых обвиняли в грабеже. Они были обыкновенными сотрудниками управляющей компании, ну, не жилищника, там была частная управляющая компания. И им велели перекатить катушку, на которую намотан кабель, с одного места на другое. Их задержали сотрудники полиции и приписали им грабеж. Грабеж – это открытое насильственное хищение чужого имущества. Они ничего не похитили. Но управляющую компанию, несмотря на их страшное сопротивление, записали в потерпевших от грабежа. Как вы думаете, кто нанимал адвокатов? Руководитель ТСЖ. Кто платил ущерб от имени мигрантов? Руководитель ТСЖ. Сам себе заплатил, плюс еще адвокатам заплатил, плюс еще следователям заплатил. А у этих, понимаешь ли, появилась статья «Групповой грабеж». Я знаю по вообще криминальной статистике мировой, что большую часть, по крайней мере, насильственных преступлений совершают молодые мужчины в возрасте там, около 25 лет, плюс-минус. И среди мигрантов таких много. Да, вот давайте сначала, если у вас есть статистика, да, скажем, какой гендерно и возрастной состав у трудовых мигрантов в России, сколько мужчин и сколько женщин? Поскольку основную часть мигрантов составляют мигранты из Средней Азии, мы будем говорить в основном о них. Да. Потому что есть еще мигранты из Украины и Молдовы, у них гендерный и возрастной состав примерно такой же, как у россиян. Они не очень отличаются. А вот мигранты из стран Средней Азии и из Азербайджана, они коренным образом отличаются. Среди мигрантов 83% составляют мужчины. Средний возраст мигранта 31,5 год. Но нужно понимать, что среди этих 31,5 год большую долю вносят мигранты от 18 до 25, существенно меньшую, но все-таки серьезную долю вносят мигранты от 45 и старше. Вообще, кто ездит в Россию? В Россию ездят ребята, которым надо жениться, а для этого надо заработать. Нужно купить себе квартиру, желательно купить себе машину, неплохо купить себе участок земли. На это нужны деньги. Нужно заплатить Колым.
На это все нужны деньги. Поэтому мигрант приезжает, молоденький мальчик, как правило, 18-19 лет. Он приезжает, здесь работает, он согласен на любую работу. Это самые такие в самом забитом положении люди. После этого он возвращается домой и рожает детей, пока у него не образуется 3 и больше детей. Когда у него образуется 3 и больше детей, на зарплату, которую он получает в своей стране, он их кормить уже не в состоянии, а ему в это время около 40. И он собирает манатки и приезжает в Россию на заработки снова. То есть, а вот это вот промежуток от 25 до 40 среди мигрантов, он маленький. Видел я, человек жалуется на жизнь примерно так. Вот год назад, говорит он, Яндекс и другие компании запустили блестящий футурологический сервис по доставке горячей еды. Нажимаешь кнопку, 15 минут, и у тебя на столе горячая еда. А сейчас они говорят, ну вот год прошел, и что-то как-то испортилось. Как-то иногда приходится ждать 40 минут, иногда час. Я с некоторым удивлением открываю эту дискуссию. Я жду, там, может быть, какие-то будут очевидные комментарии для меня. И вижу, что люди действительно жалуются на то, что действительно очень как-то плохо стала доставка работать, и делятся друг с другом ужасными подробностями, как им пришлось по часу ждать вот эту еду. Я представляю такого москвича с ложкой, с вилкой, который сидит. Вот. Объясните, пожалуйста, что же случилось с такими блестящими футуристическими сервисами? Блестящие футуристические сервисы построены на эксплуатации рабского, на самом деле, труда мигрантов. Дело в том, что именно год назад Яндекс и другие сервисы доставки стали требовать от мигрантов, которые работали у них всегда, чтобы эти мигранты оформлялись самозанятыми или начали нанимать их через так называемые клининговые компании. И, естественно, клининговая компания просто забирает себе примерно 40% от того, что мог бы заработать мигрант. Не платит с этого вообще ни одной копейки налогов, потому что это все так называемые прокладки фирмы «Однодневки». А мигранту достается прям немножко-немножко, и занят он обязательно нелегально. То есть мигрант налогов не платит, фирма-прокладка по определению не может платить налогов, Яндекс и прочие сервисы доставки экономят, так сказать, деньги на доставке. Когда началась пандемия, когда мигранты, испугавшись того, что они могут здесь заразиться, стали уезжать в свои страны. А на самом деле они стали уезжать несколько раньше. Как вы помните, прошлое 8 марта у нас ознаменовалось подарком с курсом доллара. Да? И просто стало экономически нецелесообразно для мигрантов работать. И на самом деле мигранты стали уезжать после 8 марта. А то, что потом все закрылось, они продолжали уезжать до июня месяца ровно потому, что упал доллар. Нынешний курс рубля не очень привлекательным делает этот это рынок просто для не заработка, имеет смысла за такие деньги работать. Поэтому они и стали уезжать. Поэтому произошел массовый отток мигрантов из этого сервиса. Соответственно, увеличилось время доставки, потому что на одного курьера приходится гораздо больше заказов, чем раньше. И повысились цены, потому что курьер уже, он работает 20 часов в сутки, но он как-то 26 часов в сутки не готов работать, потому что лишних 2 часов в сутках-то нет. Поэтому... Почему же тогда, тут я вам обещал, что я буду задавать много глупых вопросов, причем некоторые из них я даже, вроде как знаю ответ на них, да, но людей это как-то волнует. А почему условно говоря, толпы светловолосых, прекрасных московских студентов не заняли с собой эти рабочие места? Как-то толпы светловолосых московских студентов, они как-то, они предпочитают не работать. И вообще в России, как я обнаружила, работать, оказывается, не престижно. Меня это вообще потрясло. Для меня это нонсенс. Я сама гражданка Узбекистана, понимаете? У нас престижно сидеть на работе до 10 вечера. Это прям престижно. Вот ты считаешься хорошим человеком, если ты до 10 вечера на работе сидишь, придя туда к 8. А в России, оказывается, это стыдно. В России, оказывается, это стыдно. Я обнаружила, что есть огромное количество нецензурных поговоров, которые, в принципе, аналогичны «работа не волк, в лес не убежит», но звучат они с использованием различных трехбуквенных и производных от них выражений. Я таких выражений за эти месяцы прослушала прям несколько разных десятков. Оказывается, они устойчивые. Я не знала.
почему Яндекс заставляет курьеров оформляться самозанятыми? А потому что тогда он не будет платить социальные и пенсионные отчисления. Потому что таким образом он делает всех беззащитными, кто у него работает. Но ему на это плевать. Главное, что он не отдает лишние деньги государству. Это он считает лишними отдавать деньги государству. Вообще российские работодатели считают абсолютно излишним отдавать деньги государству. Это вообще тоже меня потрясло. В наших странах платить налоги престижно, а здесь прям неприлично. Насколько тогда этично пользоваться сервисами доставки? Всегда ведь есть такой парадокс еще, да, что с одной стороны вроде как, я косвенно даю человеку работу, на которую он добровольно согласился, когда прошу его принести мне еду. Ну а с другой стороны, вот то, о чем вы говорите, и вот этот, ярлык или там действительно состояние рабского труда. В смысле мигрантов не смущайтесь. Российское законодательство устроено так, что мигрант просто никогда не получит пенсию в России. И эти пенсионные отчисления будут просто слопаны российским бюджетом. То есть можно пользоваться доставкой еды? В смысле этичности, пожалуйста, потому что то, что вы лишаете мигранта пенсии, не вы его лишаете, его заведомо лишил российский законодатель пенсии. Сколько бы для того, чтобы заработать в России пенсию мигранту, нужно быть гражданином государства-члена ЕАЭС. Б. Нужно проработать в России 15 и более лет непрерывно по официальному трудовому договору. А с мигрантами официальные трудовые договора не заключает просто никто. Дай бог гражданско-правовые, и то с фирмами-прокладками. В. Нужно, чтобы за тебя поступали хотя бы минимальные платежи в год. Как правило, минимальные платежи в год за тебя не поступают, несмотря на то, что мигрант платит повышенные налоги, в пенсионные отчисления за него работодатель платить не хочет. Мигрант платит сам налог на доход физического лица, а все остальное должен платить работодатель, но он уклоняется. Что нужно делать? То есть, во-первых, кто здесь несет ответственность в большей степени, государство или Яндекс, и в какой пропорции, или там Delivery Club, там Mail.ru, да? И за что можно бороться? Вот мне, как человеку, как журналисту, как гражданину своей страны. Значит, в первую очередь нужно бороться за то, чтобы не было ограничений по профессиям. Вот, например, в России по непонятным причинам запрещено таксистам пользоваться иностранными правами. Причины эти понятны, потому что для того, чтобы получить российские права, мигранта заставляют отдать в Москве 55 тысяч рублей. Кажется, с визой будет вот ровно то же самое, да? То есть это был первый шаг, такой пролог к возможному визовому режиму. Да. Значит, снять ограничения на профессии, за исключением, естественно, тех, где имеется доступ к государственной тайне, где имеется доступ к оружию. Эти вещи должны быть запрещены для иностранных граждан. Это естественные запреты. Да? А вот искусственные запреты. В Тверской области, например, запрещено 38 специальностей для мигрантов. Это как? Там запрещены фактически все специальности для мигрантов. Там мигрант не может работать нигде в частном доме, ни садовником, ни нянькой, ни сиделкой. А работают. А для чего это сделано? Там работают не меньше мигрантов, чем в других областях. Да потому что ходит участковый и собирает деньги. И участковый ходит еще и извиняется. Говорит: извините, ребятушки, я к вам очень хорошо отношусь, но я вот должен сдать кассу наверх. Если я не сдам ваши, то я буду сдавать свои, а у меня зарплата и так маленькая. То есть это построено все на коррупции и ради коррупции. И я вот буквально сегодня ознакомилась с 2 документами. Один — новый порядок привлечения иностранной рабочей силы в период пандемии. Это просто горе. Это даже не визовый режим, это сильно хуже. Это визовый режим, совмещенный с рабством. Эти массовые централизованные завозы? Вот да, такое массовые централизованные завозы. При этом мигрант, приехав сюда, 2 недели должен будет соблюдать карантин, он не имеет права в это время оформлять себе патент. Работодатель обязан обеспечить его сам, обязан его обеспечить жильем и едой. Вы понимаете, что это будет за жилье и что это будет за еда, да? То есть мигрант не имеет права размещаться там, где хочет, и не имеет права кушать то, что хочет. Такое очень большое, кажется, получается. Да, на всю страну. Только не выездное, не депортационное, а въездное. Въездное. Да. Дальше, после того, как он все прошел,
Он не может сам себе оформить патент. Ему патент будет оформлять работодатель, а потом вычитывать у него из зарплаты. Как вы думаете, работодатель вычтет у него из зарплаты столько, сколько стоит патент? Я боюсь, что он у него вычтет из зарплаты раз в 3 больше. Третье. На полицию возложена обязанность контролировать, чтобы мигранты были именно у тех работодателей, у которых они, по заявкам которых они будут ввезены. Да, вы же понимаете, крепостное право. Рабство. А Юрий в день не предусмотрен, кажется. Нет. И самое замечательное, что как только с этим работником будет расторгнут трудовой договор, работодатель обязан его за свой счет вывести. Вы понимаете, за чей счет он будет вывозить, да? И работодателям при этом разрешено бронировать на счетах мигрантов деньги на их вывоз. Мне хочется грустно пошутить, Да. бить палками официально не разрешено пока, но... пока нет, предстоит. И кроме того, есть еще законопроект, который вообще прекрасен, ослепителен просто абсолютно. Там предусмотрено, что там много первов. Основной перл, он такой айтишный. По этому айтишному перлу мигрантам, которые будут приезжать больше, чем на 30 дней суммарно в год в Россию. Суммарно в год 30 дней. Тем, кто будет приезжать на 31 и более дней, надо будет оформлять ID-карту с электронным чипом, которая будет отслеживать его по ГЛОНАСС. Уже забавно, да? Он будет регистрироваться, опять же, не сам. Его регистрировать будет принимающая страна через уполномоченную организацию. То есть вы знаете, да, что сейчас творится в Сахарово, в этом миграционном центре, где оформляют патенты? А так там будут регистрацию оформлять. Представляете, да? Вся Москва поехала туда, в Сахарово. И просто Подольск превратился в миграционный город. Там ничего, кроме мигрантов, просто не будет. С учетом того, что реальные арендодатели жилья ни за что туда не поедут, вообразите, какая-то кормушка. Все, что оказывается в этих уполномоченных организациях, так называемые услуги, которых никто не заказывал вообще-то, они будут без привлечения средств федерального бюджета. То есть они будут с нас опять сосать. И... плюс к тому, плюс к вот этой вот всей, регистрировать-то нас будут по координатам ГЛОНАСС. То есть у нас уже не адрес будет, а градусы широты и долготы. И в случае уклонения от этих градусов нас надо будет штрафовать за то, что мы отклонились от градусов. А кто этот законопроект вносил? Управление по вопросам миграции МВД России. Это то, что вот с этим цифровым профилем связано, который... Да, это вот тот самый цифровой профиль есть, это он. Почему антимигрантская риторика настолько убедительна для российского общества, для большой части россиян? Потому что большая часть россиян хочет простых решений, к сожалению. К сожалению, не россияне плохие, просто у них много веков воспитывали инфантилизм и надежду, что будет какой-то барин, который будет за них нести ответственность и все за них решать. Крупно повезло тем регионам, где не было крепостного права, где просто не развился этот инфантилизм. Вот им повезло в жизни, они способны нести ответственность и способны что-то чувствовать сами для себя, а не «я, как и все мои товарищи». Вот это вот чувство «я, как и все мои товарищи», чувство доброго царя и плохих министров, оно прям очень нехорошее. И эти простые решения, они всегда... агрессивны. Не бывает добрых простых решений. Все простые решения всегда агрессивны. А на кого направить агрессию? Такого, как я, жалко. Давай-ка найдем того, кто на меня не похож. Вот, максимально не похожего. В России очень популярны представления о таджике, который, если попросить россиян не написать таджика, то выясняется, что это кыргыз из Чуйской области. Потому что в его представлении таджик, он обязательно смуглый, обязательно круглолицый, обязательно с миндалевидным разрезом глаз и высокими скулами. Вообще таких таджиков, иногда бывает. Это очень маловероятное явление. Очевидно, что тут есть вполне понятный... Это расизм. Вторая линия рационализации ненависти в том, что мигранты отбирают у нас, у меня... Рабочие места. Да. Значит, во-первых, уже показала
показал этот ковидный год, что невозможно найти на эти рабочие места россиян. Не потому, что россияне такие плохие, а потому, что россияне получили, как правило, более высокий уровень образования. И они считают, что с таким образованием неприлично идти работать дворником или каменщиком. Это раз. Второе. Россияне элементарно старше. Вот нету этих мальчиков на побегушках, которые будут на побегушках. Их нет. Россияне в среднем сильно старше, чем мигранты. У меня наивный вопрос. Сколько стоит такая радость для мигранта, как работать в России? Давайте мы разделим доковидный период и нынешний период. Да? Доковидный период. Билет из Узбекистана около 18-20 тысяч рублей в одну сторону. После этого он оформляет патент. Если в Москве оформление патента это 13 200 рублей, то в Московской области это 24 980 рублей, грубо говоря, 25 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге это вообще 31 тысяча рублей. А в Якутске это 56 тысяч рублей за то, чтобы просто оформить себе документ, позволяющий работать. То есть в России люди платят за право на труд. Это уникальная страна. Плюс мигрант должен каждый месяц платить патент, установленный для региона. Для Москвы это 5341 рубль, для Санкт-Петербурга это 4100 рублей, а для Тверской области, например, это 8200 рублей. Вот, при зарплате в средней в 30 тысяч рублей вот, вообще приятно в Тверской области мигранту работать. Плюс мигрант платит за квартиру. В Москве мигрант платит в среднем 5 или 6 тысяч рублей в месяц. Плюс, к сожалению, большая часть мигрантов, далеко не все, но большая часть мигрантов платит за миграционный учет, вынуждена покупать документы. И это стоит от 4 до 7 тысяч рублей на 3 месяца. Плюс мигрант, естественно, что-то кушает, но мигранты кушают очень мало, и мы так проводили обследование, они кушают в основном на 180-200 рублей в день. Плюс мигрант в среднем 2 раза в месяц дает взятку от 2 до 8 тысяч рублей. Средний размер взятки 4300 рублей сотруднику полиции. Замечательно. За просто так. Вот у нас, знаете, у нас все так немного как бы размыто, но зато мы знаем точный размер взятки до рубля. Чудесно. Наверное, третья причина, да, почему мигранты плохие, она самая такая, наименее, кажется, пытающаяся сыграть в какую-то рациональность, но зато очень убедительная. Это то, что они несут нам некую чужую культуру. Да. У нас вот большая своя такая мощная культура, мы сидим. И боимся, что любая культура ее немедленно разрушит. Не обогатит, а именно разрушит. Да, это точно. Это глубоко российское явление. И я думаю, что это скорее явление малых народов. Как правило, имперские народы к этому не склонны. Узбекистан в святые времена тоже был чем-то вроде империи, да? Потому что здесь был центр Золотой Орды. Это было так. Так вот, узбекам не свойственен страх за свою культуру. Они вообще не боятся. Они свободно скрещиваются с кем угодно. Они не боятся потерять свою идентичность, они не боятся потерять свою культуру. Индийцы. Сейчас будет крупнейшей нацией мира нация индийцев и граждане Индии. Они совершенно не боятся за свою культуру. Совсем. Кто боится за свою культуру, насколько я знаю? Боятся за свою культуру почему-то поляки. Не очень понятно почему. Боятся за свою культуру в пространстве СНГ кыргызы. Они верят в то, что их культуру кто-то собирается истребить. Слушайте, вы хотя бы рассказали, мы хоть не одиноки вот в этом мире, это и то уже радует немного. Боятся за свой язык, но не боятся за свою культуру казахи. Боятся за свою культуру некоторые народы Кавказа. Это национальные меньшинства Азербайджана и Грузии. Они верят в то, что вот их раздавят и их культуру уничтожат. В основном это свойство таких маленьких народов, которые живут с рядом
куда более многочисленными и, как правило, живут в рамках империи, и поэтому они боятся, что их уничтожит империя. А Россия в этом смысле ведет себя как колония чья-то. И кто-то Россию как колонию угнетает, какая-то метрополия, Узбекистан как метрополия, угнетает Россию как колонию. Часто я в своей жизни слышал такой тезис, что в России расизма-то нету. Вот где угодно есть, а в России, в России какой расизм? Мы знаем, мы даже вот в 20 веке, помните, этим чернокожим жителям Америки как сочувствовали. Да. Какой же расизм? Да, расизм ровно такой же. Я с ужасом вспоминаю в моем советском детстве, когда интернационализм был вообще культом, как русские студенты в Ташкенте побили африканских студентов. По расистским мотивам побили они их за то, что африканские студенты гуляли с русской девушкой. И это было прям просто вообще жуть, кошмар. Это было такое, да, это было такое великое событие в Ташкенте. И на уровне абсолютного расизма Ташкентский райком партии принял решение о переводе африканских студентов отсюда, якобы в целях их безопасности. Из Ташкента их срочно вывезли по другим вузам Советского Союза. Но расизма было вот всю жизнь вообще. Те расистские абсолютно харыпы, чучмеки, чурки, вот эти вот оскарбительные прозвища, они появились еще очень даже при советской власти. Что сейчас вот все-таки происходит? Сейчас-то уж точно нет расизма в России. Сейчас в России есть даже расистское законодательство. Оно говорит о том, что нужно давать в упрощенном порядке гражданство людям, близкой к русским культуре, а именно украинцам, молдаванам и белорусам. Молдаване категорически не согласны с тем, что они близки к русской культуре, они прям сопротивляются. Ну вот им тоже дают гражданство в упрощенном порядке. А нашим вот прям запрещено, потому что мы прям далеки от русской культуры. То есть в России расизм даже есть на уровне законов. Если вы помните, в 2008 году известный антирасист Жириновский, помните такого товарища, да, добился того, чтобы иностранным гражданам было запрещено работать на рынках, и мотивировал он это тем, что рынки захватили азербайджанцы. Это было совершенно такое антироссийское заявление, правда? Его совершенно не смущали на этом рынке украинцы, а вот азербайджанцы его очень смущали. Он добился того, что украинцев с этого рынка выгнали вместе с азербайджанцами. Если мне нужно будет в каком-то споре, мне или кому угодно еще, привести какой-то самый конкретный пример российского расизма в 2021 году, не считая того, что там делает Жириновский или законодатели. Ну, будем считать, что... Бытовой такой расизм, который прямо, очень прям жестко нарушает. Такого прям количества. Давайте вот я вам расскажу о том, что сейчас вот для меня боль, это вообще нетипичное для меня занятие. В городе Новосибирске сейчас находится крошечный гражданин Узбекистана со своими родителями. Он родился в России. Родился он в ноябре прошлого года. У него огромное количество диагнозов. И мы нашли благотворительный фонд, который готов оплатить его лечение. Готов купить ему лекарства. Уже купили. Беда в том, что у этого лекарства дозировка 450 миллиграмм, а ребенку прописано по 70 миллиграмм, но ввиду его просто веса. Ни один новосибирский врач не хочет выписать ему рецепт на то, чтобы в аптеке эти таблеточки по 450 миллиграмм раскрошили в порошок и надозировали порошками по 70 миллиграмм. И я последних 3 дня провела в разговорах с огромным количеством новосибирских врачей. Они говорят, что этот ребенок к нашей поликлинике не прикреплен, поэтому мы ему помогать не будем. И вообще, вы чего, он же цыган. Они ссылаются на какие-то законодательные вещи, которые Они мешают? Они ссылаются на то, что
якобы им запрещено выписывать рецепты тем, кто не прикреплен к поликлинике. Но вообще они могли бы ему выписать рецепт просто с платного приема. Никаких проблем оплатить этот платный прием нету. Но они не хотят выписывать этот рецепт. И ребенок умрет просто потому, что, ну, вот представьте себе, 450-миллиграммовая таблеточка должна быть самим дворником или его женой, домохозяйкой, превращена в порошок и разделена по 70 миллиграмм при отсутствии каких бы то ни было весов и каких бы то ни было навыков. Довольно много всего печального мы знаем про политический режим в Узбекистане. Как вам удается совместить любовь к родине и какое-то гражданство? Видите ли, Салтыков-Щедрин еще призывал не путать отечество и ваше превосходительство. Да, вот я их не путаю. Я люблю узбекскую культуру, я люблю узбекский народ. Это та среда, в которой я выросла. И я знаю все недостатки. Я знаю, для меня очень больным таким является недостаток раболепия. Для меня очень больным является недостаток трусости. Но при этом... Непонятно, почему больным? Это же потому что я же правозащитник. Я же хочу, чтобы люди защищали свои права. А они свои права не защищают именно из-за того, что они чувствуют такую гордость? Рабскую покорность. Вот они в этом будет недостаток раболепия, наоборот? Нет, не раболепие как недостаток, свойственный культуре. Вот поэтому для меня это для меня больно, неприятно. И вот из-за того, что у нашего народа есть такие недостатки, он и терпел, и до сих пор терпит ставленников. Вы говорите «наш народ» — это позиция, которая себя противопоставляет тем русским, которые находятся, которые граждане Российской Федерации. Не совсем просто понятно до конца. Для меня однозначно принадлежность к многонациональному узбекскому народу. Я, естественно, ощущаю себя гражданкой Узбекистана, и я воспринимаю граждан Узбекистана как наших. И когда мне говорят, там у вас в Москве, я как-то так останавливаюсь и думаю, у нас? Ну, это так же, как здесь говорят, да, что там у вас. Чем вы занимаетесь и какую организацию вы представляете? У нас организация бесплатной юридической помощи мигрантам, но мы занимаемся не только юридической помощью мигрантов, но и их социальной активизацией, их социальной поддержкой. Начала этим заниматься ужасно давно, в 1996 году. Потом еще в Узбекистане, я гражданка Узбекистана, и я не буду менять свое гражданство, я люблю родину. Вот, и то, что я нахожусь в России, достаточно случайно, но я здесь реально нужна. Я прямо здесь настолько нужнее, чем в Узбекистане, что я из-за этого не возвращаюсь на свою любимую родину. В 96-м году что случилось, когда вы начали этим заниматься? Я была такая девочка-припевочка. Я записывалась на все тренинги. У меня был синдром отличника, и я записывалась на все тренинги. Я до сих пор этим занимаюсь. Не могу успокоиться. Я записалась на тренинг Красного Креста. Мы там весело 3 недели проводили время, взвешивали продукты, рассчитывали их белково-углеводный состав, нормативы питания, бинтовали друг друга. В общем, прекрасно проводили время. А потом нам сказали, а кто хочет реально помочь беженцам, потому что этот лагерь, это наша учеба была направлена на то, чтобы мы научились делать лагеря беженцев. И нас повезли на границу Узбекистана с Таджикистаном в Сырдарьинской области, а там как раз только что прошла Кулябская резня. 96-й год, это близко к концу гражданской войны в Таджикистане, там прошла Кулябская резня. Это считается обычно внутреннее событие истории Таджикистана, получается, да, в свою очередь. Да. Да. Но там мы не делали никакой лагерь беженцев. Мы просто в течение 20 дней носили почти трупы. Вот на сторону Таджикистана, на их скорых таджикских подвозили людей, и мы бежали туда с носилками, очень быстро бежали, грузили туда людей и очень медленно шли обратно. Нам запрещалось работать больше 3 часов. Я, по-моему, ревела все эти 20 дней, потому что я носила женщин с отрезанными грудями и вспоротыми животами. Я носила младенцев,
у которых был такой в черепе выбоина от угла стены. Я носила изнасилованных детей. Я носила, у которых выпала прямая кишка. Я носила мужчин, у которых отрублено и руки, и ноги, и все, и только вот голова и туловище. Я вот это носила. Я хотела еще остаться, потому что я поняла, что этим людям реально надо помогать. И если мы не будем помогать, просто не будет помогать никто. Но запретили работать, сказали, что вы здесь свихнетесь. Это была правда. Они спасли меня от свихивания, но они как бы определили мою судьбу. Вот так вот я этим стала заниматься, и просто это стало моей жизнью. Как ваш сейчас, последний вопрос, как ваш день сейчас выглядит, когда вы на работе, когда вы работаете? У меня не бывает дней. Сегодня я начала работать в 2 часа 40 минут. И работаю. То есть какой-то срочный звонок, я так подозреваю, произошел, да? Да, задержали гражданина Кыргызстана, как потом выяснилось по уголовному делу. Звонила его сестра в абсолютной панике, что его просто на улице скрутили, избили, притащили в отдел. Вот я занималась вытаскиванием его. Потом мне стали звонить с Новосибирска, вот этот вот отец ребенка. В 4 часа, ну у него-то там 8. Он просто не очень понимает, сколько в Москве. Потом стали звонить утренние задержанные, потом надо было всем объяснять, как получать российское гражданство и почему его не надо получать. Потом надо было двойное налогообложение. Потом я писала заявление по масочному режиму. В общем, вот так выглядит день. И ночь выглядит так же, они выглядят, в принципе, одинаково.